для России Евросоюз является одним из ключевых политических и экономических партнеров. Германия в этой точке зрения является ключевой страной Евросоюза в целом, и объективно, кстати сказать, по своему экономическому потенциалу, и она является и одной из наиболее близких к России стран среди других членов Евросоюза по политическим возможным проблемам. И у руководства России с руководством Германии традиционно складывается весьма доверительный политический диалог, который позволяет в том числе предотвратить какие-то проблемы. Я замечу, что именно Германия была одной из тех стран, которые высказали в свое время против поспешного принятия Украины и Грузии в НАТО, и тем самым предотвратили кризисное развитие ситуации в этом регионе. И здесь, я полагаю, Германия сыграла огромную позитивную роль в том, что касается обеспечения мира, безопасности в современной Европе. Значит, ЕС, так сказать, остается стратегическим партнером, и мы стремимся к максимальному улучшению отношений с Евросоюзом. Если отвечать на конкретный вопрос по рискам, то мне представляется, такими рисками могут быть война в Иране, обострение ситуации в Сирии, по развитию ситуации в Сирии по ливийскому варианту, потому что мы видим, что война в Ливии, она уже привела к таким каким-то политическим трениям. Кроме этого, развитие внутриполитической ситуации в Украине тоже может создать какие-то проблемы. Мы видим, что там ситуация тревожная. В свое время оранжевая революция в Украине создала серьезное отчуждение между Россией и Евросоюзом. Если ситуация в Украине или Белоруссии будет развиваться по конфликтному варианту, то тогда Россия и Евросоюз могут занять, не обязательно должны, но в принципе могут занять различные позиции, это может привести к какому-то отчуждению. Но тем не менее, мне кажется, на сегодня отношения между Россией и Евросоюзом уже настолько фундаментальные, уже настолько, так сказать, институциализированные, что к крупному конфликту между Россией и Евросоюзом, даже из-за других, из-за третьих стран, мы практически сегодня прийти не можем, поскольку нас связывает уже значительно больше, нежели разделяет этих маленьких небольших проблем. При этом мне кажется, что российская позиция, политика в отношении Евросоюза, она достаточно четко определена. Мы стремимся к такому стратегическому партнерству, прежде всего в экономической зоне. У нас, по сути дела, так сказать, речь идет о создании такой большой Европы, в рамках которой была обеспечена, прежде всего, некая единая свободная экономическая зона со свободной торговлей. Причем мы хотели бы, наверное, чтобы в этой свободной экономической зоне участвовали не только Россия, но и другие страны, экономические союзники России, заключившие с ней таможенный союз. На сегодня это Белоруссия, Казахстан, но мы предполагаем, что в дальнейшем в этот таможенный союз войдет Украина и, возможно, ряд других стран. Значит, свободное такое экономическое пространство, раз. В рамках этого свободного экономического пространства должна быть второе направление — синхронизирована энергетическая политика. У нас есть большая потребность в российских энергоносителях в Евросоюзе, в России есть потребность в европейском энергетическом рынке. И хотя и всегда здесь есть некие споры по поводу цены, которые бывают всегда между продавцом и покупателем, но в то же время есть большая стратегическая потребность. Вот это второе направление — единая энергетическая политика. Здесь мы тоже высказались, один из ключевых проблем для переговоров является энергохартия сегодняшняя европейская. Российская сторона неоднократно говорила о том, что нынешняя энергохартия выражает скорее интересы энергопотребителей и недостаточно учитывает интересы энергопроизводителей. Поэтому мы стремимся к заключению нового энергодоговора, который в равной степени учитывал бы интересы энергопотребителей, энергопроизводителей и энерготранзитеров, для того, чтобы их интересы были заранее учтены, чтобы они не выступали как конфликтной точкой в такого рода энергоотношениях. Кроме этого, мы стремимся к созданию единой некой такой пространства гражданского, которое включало бы в себя, конечно, безвизовое передвижение. Нам представляется о том, что слишком сильно затянуто все созданием единого безвизового пространства.
Нет никаких оснований опасаться, что десятки миллионов российских граждан хлынут в Евросоюз. Хотя бы по той простой причине, что вот сейчас Россия имеет безвизовое сообщение со многими странами, но почти 90% российских граждан даже не приобрели иностранного паспорта и не имеют, так сказать, даже формальных оснований куда-либо поехать. И у нас, как известно, уровень безработицы значительно ниже, чем в странах Евросоюза, хотя уровень зарплат ниже, но уровень безработицы, так сказать, значительно ниже, поэтому предполагать, что будет какой-то большой поток, нет оснований. И продвижение к безвизовому сообщению через облегчение визового режима является одним из приоритетов российской политики в отношении Евросоюза. Значит, важный момент этого единого пространства является создание единого образовательного пространства, символом которого является Болонская система. Там идет много споров и в российской образовательной системе, и в немецкой, кстати сказать, есть какие-то претензии к Болонской системе. Она должна совершенствоваться, но сама по себе вот идея создания единого европейского образовательного пространства, в рамках которого и студенты, и преподаватели могли бы на семестр, так сказать, на 2 семестра переезжать в какой-то другой университет, в другую страну, является исключительно продуктивной. И, конечно, мы к этому стремимся. Если говорить несколько слов о современном экономическом кризисе, мы смотрим на кризис зоны евро, конечно, не со злорадством, а с большим сочувствием. Потому что мы настолько взаимосвязанные партнеры, что кризис, так сказать, стран еврозоны, он ударяет и по российским интересам. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы еврозона вернулась на путь поступательного экономического развития, и даже Россия готова оказать небольшую помощь в еврозоне. И идут конкретные переговоры о том, как Россия могла бы оказать помощь еврозоне в преодолении ее экономических проблем. Вот такие основные направления я бы выделил.